Отличался ли рост русских в разные эпохи и у разных слоев населения? Рост человека – одна из базовых метрик его физического развития, а также уровня жизни в обществе. Если все благополучно, обильное питание, спорт вместо изнуряющего труда, нет серьезных болезней и эпидемий, люди вырастают выше. Кроме того, существуют волны снижения и увеличения роста по неясным пока причинам. Так, например, максимальный рост человечества приходился на эпохе кроманьонцев. Мужчины в среднем более 180 см. Бронзового века, Днепродонская и Ямная культура в степях России со средним мужским ростом более 185, а также эпоха Великого переселения народов, гвардейцы Карла Великого 182 см в среднем. Откат назад случался во времена раннего Рима и почти всего Средневековья. Каким же был рост наших предков-славян? В разные эпохи он отличался друг от друга, но все равно сохранял общие признаки на фоне прочих наций. Ранних славян описывают арабские авторы как высоких как пальмы, с совершенными телами и чуть красноватой кожей. Однако часто арабы путали их с русами-скандинавами, поэтому описание может относиться и к ним. Но перед тем, как мы начнем, хочу попросить вас поставить лайк видео, досмотреть его до конца или написать комментарий. Для алгоритмов YouTube очень важно ваше участие и внимание. Современные антропологи, в частности Алексеева, выявили, что наиболее рослым славянским племенем были вятичи, 174 см, проживавшие тогда в зоне нынешней Москвы. Существенно им уступали новгородские славяне, 164, а вот жители Смоленска, 170 и Рязань, 169, подступали почти вплотную. Такой рост считался в то время весьма большим, учитывая, что викинги имели сходные данные 173 и 175 в среднем, но всеми описывались как люди огромного роста. Индивидуальная изменчивость могла колебаться от 158 до 184. Люди выше или ниже этих отметок были уже крайне редко. При этом ранние славяне отличаются от тех же скандинавов меньшей массивностью скелета, меньшими размерами черепа, то есть большей грацийностью сложения, сближаясь в этом с балтами. Условный славянин и викинг той эпохи могут вырасти до 170, но первый будет иметь вес 65 кг, а второй уходить за 75. Во все времена эпохи рост высших классов существенно превосходит рост низших. Примерно на 6-7 см составляет разбег значений, что связывается с несколькими причинами. Лучшее питание высших классов, более богатое белками и витаминами. Меньшая доля физического труда и риска болезни в детстве. Естественный отбор, когда в элиту попадали крупные воины, имевшие большие шансы в битве, и женившиеся на рослых женщинах, которые также считались более красивыми, чем низкорослые. Средний рост взрослых мужчин из рода Романовых, Захариных-Юрьевых, погребенных в Московском Новоспасском монастыре, составляет 175 см. Рост колеблется от 171 до 180 см. Все погребения относятся к XVI веку. Средний рост крестьян, тоже взрослых мужчин из погребений XVI-XVIII веков в могильнике деревни Исупово Костромской области, 168 см. Колебания от 163 до 175. Таким образом, аристократия в среднем на 6,5 см выше простолюдинов. Монгольское иго внесло коррективы в облик русского населения. Во-первых, огромные людские потери сопровождали преимущественно молодое мужское население, особенно самую высокую его часть, служившую в княжеских дружинах. Опустевшие земли, которые наиболее пострадали от нашествия, либо не заселялись вовсе, либо пришельцами из более северных и западных областей, значительную часть которого составляли ассимилированные неславянские народы, имевшие более низкие ростовые значения. Не следует забывать и о любимой забаве монголов-походов – рубить головы всем, кто дорос выше колеса телеги. Так как набеги происходили каждые 3-5 лет, они наносили большой генетический урон. Начиная с XIII века упоминания о высоком росте русских исчезают, уступая другим характеристикам. При этом верхушка русских княжеств оставалась довольно высокорослой. Тот же Иван Грозный обладал внушительными 178 сантиметрами, хотя русским он был весьма условным. Это общая мировая тенденция той эпохи. Эпидемии, неурожаи, войны, скучность населения в городах приводили к резкому падению качества жизни. Кочевник бронзового века питался лучше, был крупнее и здоровее своего далекого потомка средневекового города. По всей Европе средний рост мужчин снизился до 165 см в тот период. Весь XVIII век снижался средний рост рекрутов в России со 165 до 159. По причинам тяжелого быта и постоянных войн Петра и последователей, а также и для большого охвата населения, подлежащего призыву.
Лишь 0,2 рекрутов были выше 180. Знать, однако, была куда более рослой и физически крепкой. Можно вспомнить и самого Петра Великого с его от 195 до 201 см роста по разным данным, его сподвижника Меньшикова со 194 см или их общего друга Лефорта, который вообще был далеко за 2 метра. Конечно, тут дело и в случайности, и в селекции традиционно рослых Романовых. Николай I 204 см, Александр I 185, Александр III 193. Но в целом разрыв между крестьянством и дворянством достиг предельных значений по росту, а значит и по достатку. Показательным пример декабристов, выходцев из дворянских родов, от знатных до малоприметных. Большинство из них вполне современного роста. Матвей Муравьев-Апостол 163, Давыдов 167, Свистунов 168, Юшневский 171, Горбачевский 174, Оболенский 176, Боротянский 177, Волконский 180, Ватковский 187, Трубецкой 193. При этом самыми низкорослыми были крестьяне центральной губернии. Лидерами же по длине тела были жители бывших областей Польши и Литвы, казаки и сибирские переселенцы. Лишь с середины XIX века начинается постепенный рост длины тела у русских крестьян, как признак постепенного улучшения уровня жизни. Показательно, что в США аналогичный процесс начался раньше, и уже к XX веку американцы достигли современных ростовых показателей. Увеличение роста было постоянным, затронуло все классы, но, конечно же, имелись свои зоны падения – революции, войны, коллективизация, послевоенное восстановление. Последний крупный скачок увеличения роста пришелся на послевоенное поколение 55-75 годов рождения, когда русские достигли максимальных значений роста за всю историю, благодаря длительному периоду экономической стабильности и хороших бытовых условий питания. В 70-е стала очень популярной тема акселерации – увеличение роста следующего поколения к предыдущему, что особенно ярко проявлялось тогда, ведь на фоне детей войны с ростом 165 в среднем их потомки возвышались на 10-15 сантиметров. В начале 80-х годов средний рост русских мужчин закрепился на отметке 176-178 сантиметров. Данные для молодых мужчин из крупных городов, на селе значения ниже. Однако в начале 90-х из-за резкого ухудшения условий жизни акселерация обернулась вспять, в сторону уменьшения роста у следующих поколений. Не помогло даже формальное улучшение питания, так как при большом разнообразии продуктов снизилась их биологическая ценность. Суррогаты из сухого молока не заменит натуральное, как и соевая колбаса, мясо. Сейчас стали куда менее выраженным различия в росте разных классов в обществе, но сохраняется региональная и возрастная специфика. Население северо-западного и сибирского федеральных округов имеет самый большой рост тела – 178. Причем сибиряков оттягивает назад многочисленные коренные народы, имеющие меньший рост. Население Южного федерального округа наименее рослое, особенно его кавказская часть. Наиболее высокое поколение родилось в 68-78 году. Далее идет плавное снижение. Поколение моложе 95-го года рождения существенно ниже предыдущих в среднем и имеет более низкие показатели физического развития. Поэтому мнение об особой могучести славян или русских немного приукрашено. Особенно в последние 2 века, когда из-за постоянных войн и экономических проблем средний рост населения сравним с показателем не только южноевропейских стран, но и даже Японии или Северного Китая. Пишите в комментариях ваши наблюдения, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.